Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. По названию сегодняшнего ролика, я думаю, все уже догадались, что коптить сегодня мы с вами ничего не будем. Приготовим вместе вкусный советский такой шашлык. Как его называют? Шашлык СССР. Просто почему я решил именно его приготовить и поделиться с вами этим замечательным рецептом, простым и замечательным рецептом. Да потому что мне как-то вот буквально пару дней назад такие мысли нахлынули, такие воспоминания. Мы в 90-х годах, в начале 90-х годов с отцом ходили, там с мамой, с отцом на пикники, там пекли картошку в углях на природе и как раз жарили шашлык. И у меня такие вот, знаете, вот светлые об этом воспоминания, об этом ритуале, я его так могу назвать, когда мы вечером с отцом режем мясо, там лук, я рыдаю, стою, да и он тоже, ну, потому что лук, да, раздражает глаза, вот, и как все это маринуем, на следующий день идем, там мама нам собирает какие-то кастрюльки, там какие-то котомки, так, вот, там компоты, там морсы, там чаи, что угодно, там, и идем на пикник. И вот, как бы, вот, действительно, вот, по всем этим светлым и добрым воспоминаниям по такому советскому, постсоветскому времени, вот хочется именно приготовить тот самый шашлык. Я думаю, что данный рецепт навеет и вам эти чувства, да, как бы воспоминание такое доброе. Ну, а теперь перейдем к рецепту. Что нам потребуется? Значит, у меня на столе 1,5 килограмма свиной шейки, соль поваренная обычная, черный перец молотый, приправа для шашлыка и уксус, да, как бы уксус в данном рецепте является такой базой, фундаментом, да, шашлык СССР, да, он всегда был с уксусом. Вот, ну, естественно, репчатый лучок. Так, значит, ну, что мы делаем для начала? Для начала я просто сейчас буду резать мясо на кубики порционные, примерно 3 на 3, 3 на 4 сантиметра, то есть слишком крупные их делать не будем. Приступаем. Сначала нарежу мясо на такие полоски, а затем уже буду делать из них кубик. Стараемся нарезать на порционные, такие одинаковые кусочки. Обычно вообще данный шашлык маринуют с вечера, как я уже сказал вам, то что мы там с отцом мариновали его накануне, да, перед походом каким-то, перед пикником. Но у меня нет много времени в запасе, то есть замариную я его прямо сейчас перед вами и уберу на пару-тройку часов. За это время наше мяско полностью промаринуется и будет мягким, потому что в данном рецепте у нас присутствует уксус. Важный момент, значит, полный рецепт я распишу прямо в описании под этим роликом, потому что так будет вам удобней. Я раньше расписывал в конце ролика, теперь буду писать теперь все в описании, для того, чтобы вы спокойно смогли посмотреть, прочитать, запомнить и повторить данный рецепт. Все, мясо нарезал, теперь приступаю к нарезке лука. Лук я буду резать традиционно, классическим методом, это полукольцами. Лук готов, и теперь я его отправляю к мясу. Так вот, обязательно его надо распушить. Лук уже в глаза полез. Сейчас буду стоять с красными зеньками, моргать тут. Вкуснота и красота, как говорится, требует жертв. Может, не таких. Что случилось? Что такое, дорогой? Птичку жалко. Что мы дальше делаем с вами? Добавляю соль.
Соль я добавлять буду 2/3 чайной ложки. Ну, примерно, ну, вот так сейчас вам покажу. Вот такое количество. Не, добавлю-ка я еще на кончике. Вот так вот. Готово. Добавляю черный молотый перец. Вообще соль, перец я добавляется по вкусу. Вот, добавляю я, ну, там треть, чуть больше трети чайной ложки. Далее добавляю приправу для шашлыка. Она может быть абсолютно любая, на ваш вкус. Так, ну, я ее так просто посыплю, да и все. На глазок. Вливаю уксус. Здесь у меня его отмерено 60 миллилитров. То есть на 1 килограмм мяса я беру 40 грамм уксуса. Так, выливаю. И добавляю 300 миллилитров чистой питьевой воды. И затем перемешиваю все тщательно. И прямо вот так, знаете, буду жамкать лук. Да, чтобы он также выделил свой сок. Так, все. Значит, с этим делом я разделался. Кстати, аромат просто шикарный. Просто шикарный. Друзья мои, так, где крышка-то у меня? Вот. Теперь наша задача. Накрываем крышкой гастроемкость. Ну, или у кого кастрюля, у кого что. И убираю, повторяюсь, на 2-3 часа в холодильник. Для того, чтобы мяско наше промариновалось. Затем включимся, и я покажу и расскажу, что же мы будем делать дальше. Прошло уже более 2 часов, а это означает то, что пришло время разжигать мангал. Отправляемся на улицу. Мангал горит, угольки тлеют, точнее, дровишки горят пока, угольки будут чуть позже. Все, прошло уже почти 3 часа. Класс. Классно, ребята, вкуснейший аромат, вкуснейший. Значит, что я сейчас сделаю? Это пока в стороночку. Для данного рецепта нам потребуется еще репчатый лучок. Я его порежу просто кольцами. Так, лучок порезал. Пока резал лук, приехал Вован. Обычно он приезжает прям на саму дегустацию. Это ты меня зовешь просто на саму дегустацию. Вот, короче, иди сюда. Иди сюда. Друзья, всем Так, привет. у меня руки чистые. Ага, я даже не знаю вообще, что тут происходит. Я сейчас только зашел. А ты понюхай вот там. Что? А можно вот так? Да, можно. Надо было сделать это лицом. Так, Ну расскажи так вкратце, что за маринад такой. Вован, советский шашлык, советский марин, да. О, обожаю. Вот любишь, да, такой? Обожаю. вообще. Вот. Хоть все говорят нельзя, там вот все нафиг. Ну, Очень вкусно зато. короче, Вовчик, смотри, наша задача. Руки! Руки. Мыли? Ах, дядя. Смотри, я не стал много, тут буквально 1,5 килограмма шеи. Тут ну, чисто нам как живнуть. Хорошо. Вот, да? Нам достаточно будет с тобой, да? Да. Карапузом. Ну, как минимум мне. Вот, значит, что делаем-то? Ну что, насаживаем. Чё? А правильно как, насаживаем или нанизываем? Мне вот больше нравится насаживать, не нанизывать. Я тебя понял. Вовчик, смотри, кусочки не крупные, не большие. Ну, хорошо. Берем прям раз, вот так вот.
Смотри, что мы дальше делаем. Ох, ё. Помнишь, как в детстве? Вот Я, вот, кстати, вот так никогда не делаю, на самом деле. Да, а мы с родителями, когда в детстве, вот я ходил с отцом там, Да, с мамой. еще помидорчики. Вот, да, ну, Только помидорчики. степень готовки у всего разная, Да, получается. ну не важно, ну сам факт, Вов. Нет, ну если сам... делаем по-советски, то делаем по-советски. Сделаем да. с луком, блин, да. Согласен. Вот. Мяско мы друг к другу близко не прислоняем. Вот так вот сейчас. Мне кажется, надо меньше слов, больше действий. Так, действуем, Вован, действуем. Все, ставим. Жар хороший. Так, Ой, пошли ароматы, все. ну-ка. Оп. Отсюда отходить теперь нельзя. Нужно мяско готовить, чтобы было все в шикарном виде. О. Ты посмотри. Ух ты. Угу. Ты посмотри, что творится. А как шкварчат. Блин, капает вот это все. Потихонечку, потихонечку. Уже хочется, уже ладно, не буду трогать. Шашлык должен жарить, как говорится, один человек. Да, это правильно, на самом деле. И лучше, чтобы не женщины, девчонки, не обижайтесь. Это без каких-то там... Камни в огород, Да, да? без вообще. Камни в огород, так. А это нет, на самом деле это правильно. А то, знаешь, как бывает в компаниях, вот, ну, типа, знаешь, гаражная тусовка. Да, да, да. Один начал, другой подошел, Ну и да. чё потом И в итоге получается? начинается бардак какой-то. Ничего не получается, все высохло, все сгорело. И все Все сидят. пьяные возле Ну, мангала. в принципе, да, пьяные возле мангала любой поедят, и горячие всякие. Но... Да. Но, тем не менее, лучше жарить действительно одному человеку. Так, Вован. Хлебушек, как в детстве. Слушай, ну раньше я помню, вот в детстве на палку сломаешь, Блин, просто мы так. за природу Да. решили абрикос не трогать. Поэтому мы сейчас вот так вот сделаем. Чуть-чуть я возьму уголечка. Да я думаю, подвинь чуть-чуть просто у эти. Да не буду я их сдвигать близко. Тут Тут, в принципе, да, мне кажется, да, как бы попробуй. вот. Там он и так зажарится, я думаю. А нам его особо зажарить не надо, ну, так скажем, сделать греночку. Разогреется. О, да тут он не то, что разогреется. Вот так вот поставим сейчас. Его можно было еще этим маслом. Тык-тык-тык-тык. А я никогда маслом, было я вообще просто всегда просто такой вот, золотистый. я говорю, вот хлеб на палку Ну, ты и попробуй. солюшкой потом. Да, да, Слушай, да, а мы да. еще, я ребятам до этого говорил, то что мы с родителями, да и так с пацанами во дворе часто собирались, жгли костер, там в углях жарили картошку, пекли, точнее. Ну да я это сейчас делаю. С удовольствием. Фольгу завернул, кинул. и Мы всё. так прям в угле и все. Я так в армии тоже делал. Слушай, ну шашлык буквально пару минут и готов. Так же Я и тоже хлебушек. так думаю уже. Чтобы нам не передержать, не пересушить. Горячее сырым не бывает. Однозначно. Так. Сейчас кусочек посмотрим. Все. Прям минута. Угу. Минуты. Ну что, господа, шашлычок готов. Хлебушек тоже. подрумянился. Сейчас в другую сторону буквально минутку. Снимаем. Давай снимай, я за хлебом пока посмотрю. И что делаем-то? Естественно, что? И что делаем? Ничего. Дегустируем. В холодильник кладем. Точно. Провет. Что, как ты всегда говоришь, нужно продукту остыть. 4-6 часов проветриться да, и на да. сутки в холодильник для того, чтобы вкус выровнялся. Да. И потом пробовать. Все, погнали. Давай, снимай. Вот такая вот у нас поляна получилась. Просто смотрите, какая красота, да? Аромат какой. Некогда нам тут балаболить, разглагольствовать. Вован, прям берем, Блин. да, и пробуем. Как, так, да? Готов на все 100. Кто не работает, тот и тот ест. Что? Я говорю, кто не работает,
тот ест. Учись, студент. О, такой, вот. Великолепно. А зачем мы хлеб жарили? Тихо, не проткни меня. Хлебушку, да, попробуем. Он хрустит. Аромат дымка, костра. Господа мои, что еще нужно? Аромат жареного хлеба. И аромат жареного хлеба. Лучочек. С значком. Носится мы. Я... Жареный лук. Я предвижу комментарии злобные. Напишут, какого вы, так скажем, кляпа на сухую, да? С рулем. Я думаю, можно повторить в более, как это сказать, В нерабочей обстановке. да. Ребятки, вот на самом деле мне искренне вас всех жаль. Мы тут так вкусно дегустируем, я уверен, нам так вот... Сейчас кто-то жарит шашлык и думает, вы-то сейчас уже не жарите шашлык, мы уже жарим шашлык. Ну или так. Ну, вот прям вот так с лучком. И чтобы тебя не поранить, сниму. Он идеально сочный, идеально прожаренный. Да. И промаринованный прям. Да, кстати. Слушай, я вот так вот, бутерброд, гляньте. Ой. Вот мы с родителями в детстве ели именно так. Хлебушек, просто шашлычок, ну, овощички. В общем, ребят, рецепт удался на 100%. Обязательно пробуйте, повторяйте. И, кстати, напишите в комментариях, какой у вас самый любимый маринад к шашлыку. Ну, вот этот прям один из моих таких, прям, который, да, вот воспоминания Фаворит, да? навеивает, да, Вовчик? И, кстати, быстро маринуется же, да, еще? Ну, я тебе говорю, я буквально 3 часа мариновал, и все, и готово. Но мы тогда еще в детстве на сутки оставляли, ну, как на ночь. На следующий день шли на пикник. Вот. Также, смотрите, за моей спиной консервы. Ну, многие из вас уже знают, кто не знает, рассказываю. У меня есть свой интернет-магазин, легальное производство консервированной продукции, разные вкусные тушенки, вторые блюда и так далее. Поэтому, ребят, магазин называется Fresh Meat 36. Заказывайте продукцию, да, вся натуральная, наисвежайшая, наивкуснейшая. Ссылка будет прямо под этим видео и в закрепленном сообщении тоже. Ну, кстати, можно купить также продукцию ВКонтакте через ВК Pay. Все Да, подключено. можно просто позвонить, у кого есть номер. Да, можно и так сделать. Тем, кто кушает, приятнейшего аппетита, жарьте, готовьте вкуснейшие шашлыки, пока у нас позволяет погода, пока лето на дворе. Время пока есть, да. Также не забывайте подписываться на наш канал, ставить большие пальцы вверх, писать комментарии. И не забывайте про Телеграм, что у нас там еще, группа ВКонтакте есть. Ну и дзен. Да. Вот, в общем, все ссылки будут внизу. Всем пока, ребятки, удачи. Пока. Надо повторить.